Привет, дорогие подписчики! Записываем это видео с паркинга. Только приехали в Мюнхен. Припарковаться в городе негде. Понимаю, что завтра уже не будет возможности это делать, поскольку будем заняты турниром. И посмотрел вкратце игру Надаля. Пробка. Так. По дороге в Мюнхен понимаем, что поехали не туда. Да, В кстати. том году были и ехали специально, чтобы увидеть Надаля. Даже столько слухов из разных источников, там плюс-минус людей приближенных было. Говорили, что закончит там свою карьеру и специально ради этого ехали. В этом году вообще никто ничего не говорил. Даже не думал, что он будет играть. И он играет. Как всегда, все, как обычно. И обзор, то, что не досмотрел по его матчу, и решил сразу поделиться своим мнением по поводу попытки номер 2 его возврата, поэтому записываем отсюда. С кафе нас выгнали, так оно закрыто, припарковаться в городе негде, поэтому пишем здесь. Что мне было очевидно по тем моментам, которые я видел в первом возвращении Надаля в Брисбене и сейчас, это то, что тело Надаля не может давать ему играть больше в ту манеру игры, в которой он играет. И у Надаля плюс-минус до 2022 года, до середины 2022 года получалось эту модель игры видоизменять. Он сокращал розыгрыши, шел вперед. Я говорил это в видео, по-моему, в первом видео, когда мы делали обзор его первой попытки возвращения на корт. И это для меня очевидно, что он больше не может играть в эту модель игры, и поэтому я присматривался только к двум вещам. Как бежит Надаль и что он делает для того, чтобы бежать меньше, чтобы не давать сопернику себя гонять. Именно за этими вещами я следил в этом возвращении Надаля в Барселоне. Из вчерашней игры с Каболи, наверное, все видели этот укороченный Надаля, который он сделал с бэкхенда. И там прям такое «Вау, Рафа is back, Рафа is back». Я тоже посмотрел это видео, но опять же, это игра против Каболи. Я расскажу чуть-чуть подробнее про нее и в целом про свое мнение, но я не вижу там ничего особенного именно в этом укороченном, чтобы Надаль сделал что-то такое сверхъестественное для его уровня. Просто люди так это преподносят, что вот это сделал Надаль, он вернулся, очень много пыли вокруг этого. На самом деле это был просто обычный мяч. Для его уровня, я считаю. Из бега. Бег вперед. Это просто боль. То есть это было и в играх с Каболи, даже это было видно. Диминауэр сегодня очень удачно это использовал. Я не знаю, делал ли он это намеренно, эти укороченные, да, но, допустим, для людей, которые катаются, я думаю, это не секрет. Я просто не знаю, какое бедро травмировано у Надаля, но поскольку он левша, да, он должен катиться на левую ногу. То есть он должен катиться на левую ногу при ударе справа и на левую ногу при ударе слева. Если у него травмировано левое бедро, и оба этих соперника, и Каболи в меньшей степени, и Диминауэр сегодня намеренно укорачивали, что заставляли его больное бедро тянуться, и вот эта вот мышца, которая у него, видимо, была травмирована, чтобы именно она давала сбой, то это было гениальное решение. И пользовались им даже Каболи в отдельных случаях неплохо, Диминауэр пользовался вообще замечательно. До счета, по-моему, 3-1 или 3-2 было 5-0 по укороченным, Диминауэр укоротил 5 раз, а потом стало 6-1, я перестал считать, у нас еще там трансляция прервалась. Но дело даже не в том, как Надаль бежит, он даже не бежит. То есть он начинает какой-то бег, делает 2 шага и останавливается. То есть бег вперед — это просто боль, которая бросалась в глаза, и она, очевидно, вперед он не бежит совсем. Естественно, сравнить это с Надалем, там даже 5-летней давности, его рывки вперед. Мне сегодня там просто вот, хотелось бы сделать, у меня нет на это времени, но замонтировать такой же укороченный, чтобы была такая же дистанция, где Надаль бежит вперед, да, и как легко он ее преодолевал, насколько быстро он срывался с места и перекрывал корт, несмотря на то, что он играет далеко за задней линией, и насколько это просто невыполнимо сегодня. Что было лучше, чем в Брисбене, были бэкхенды, таких их было очень много, и вот эти вот бэкхенды, которые были с Диминауэром даже сегодня, да, там, где он вернул брейк 3-2, это было достаточно мощно, на 3-3, 40-0, наверное, это вообще был самый красивый мяч, который я видел у Надаля вот в эти 24-го года, где он аж с прыжка ударил, и вот такая надежда закрылась, ну а вдруг? Да, бэкхенды были лучше, мне немножко больше понравилось движение его в сторону, да, не было вот этих вот неуклюжих выпадов, где он вместо крученного удара
ковыряет каким-то резаным, когда не доходят ноги. Где-то были, это не помню при каком счете, но попробую найти, где он с такого хорошего угла делал, типа его фирменный, как банана-шот с этих мертвых позиций. Это было лучше. Даже были мячи, где его играли широко, да, и он не падая отбивал, а где-то просто резал с прыжка, но это какое-то было его передвижение. Эта часть была немножко лучше, чем в Брисбене. Также бросилось в глаза, что Надаль, по-моему, достаточно прилично похудел. Я не знаю, на сколько килограмм это, ну, зрительно смотрится, что он стал худее. Я не знаю, опять же, делает ли он какую-то огромную работу для того, чтобы его тело стало легче, но зрительно казался он меньше, чем в Брисбене, и значительно меньше. Были где-то забегания Надаля, это было неплохо, но опять же это было на таких объективно медленных мячах и высоких, то есть для уровня Надаля это медленные мячи. Не было ничего такого экстремального, как раньше, даже близко, то есть корт он ногами левым ударом уже не закрывает, может быть в силу этого и настолько подтянут бэкхенд, чтобы им тоже уже выигрывать без перекрывания его ногами вокруг мяча. Это тоже бросалось в глаза, это я заметил. Опять же, касательно первого матча с Каболи, Каболи очень много ошибался, очень много. Может быть, давлеет вот этот вот нимб, да, над головой Надаля, что это один из Big Free, и у него в голове Надаль, это поддавливает, они играют все на корте имени Рафаэля Надаля. Может быть, Скаболи с этим давлением не справился. С Деминауэром было уже другое, да, то есть матч начался, Деминауэр на полном ходу сейчас. Я думаю, что он находится в лучшей своей форме, которая у него когда-либо была вот в этом 24-м году. Этот выставочный матч, да, который он там у Джоковича выигрывал. Вообще, в целом, его уровень игры гораздо выше в этом году, чем в прошлых годах. И такого давления, я думаю, он перед Надалем не испытывал уже. Все-таки это игрок приблизительно топ-10. То есть это была очень хорошая проверка, чтобы посмотреть, насколько готов Надаль. И самое начало, да, сразу же брейк с первого гейма, то есть показывает, что вот игра началась, и я не увидел с самого начала, что Надаль готов играть на уровне Деминауэра. То есть потеря подачи при первом гейме, хотя Деминауэр не сделал ничего особенного. Ошибки Надаля, их много, счет становится 2-0, да, и опять же повторюсь, очень много укороченных делает Деминауэр, да, это даже при счете 2-0 уже было видно, что он делает много укороченных, но больше ошибается Надаль, ошибается много для себя, нетипично много для такого счета, тем более это только 2-0. При счете 40-15 запомнился мяч этот Деминауэра справа, который махнул наотмашь, да, и он был как зеркальный, как когда-то делал Надаль, да, и Надаль похлопал Деминауэра, но, к сожалению, сегодня этот мяч делает Деминауэр, а не Надаль. Надаль все-таки берет гейм, трибуны встают восторженно, но это всего лишь гейм, 2-1. Очень хороший момент, да, такой, который был в игре Надаля, наверное, единственный в этой игре с Деминауэром, это вот с 3-1, да, когда он делает 3-2 и возвращает брейк вот этими ударами, которые я уже говорил, с бэкхенда. Вот это была какая-то такая надежда, что, может быть, Надаль вот сейчас уже пойдет в полную силу, и, может быть, у него есть этот потенциал, который я, к сожалению, сегодня не верю, и что он сможет сыграть в полный уровень до конца, на таком же уровне до конца игры. Он делает 4-3, но, опять же, повторюсь, Деминауэр не Каболи. Он не течет, он продолжает спокойно брать свою подачу до счета 5-5, да, и при 5-5 игра заканчивается. Надаль допускает такие ошибки, он проигрывает 8 мячей подряд, да, и я повторюсь, что это Надаль, который славился своей игрой в самые решающие моменты. Вся эта тройка, Big Three, Федерер, Джокович, Надаль, они славились тем, что они всегда умели показывать 100% результатов в самых тяжелых ситуациях. Здесь 5-5, 8 проигранных мячей подряд. Я, честно, не помню, сколько из них было ошибок Надаля. То есть там никто его особо не переигрывал. Это было огромное количество. В принципе, сет заканчивается. Еще был какой-то такой момент, ну, может быть, не закончилась игра, может быть, закончился только сет. Но на самом деле игра закончилась уже при 5-5 в первом сете. Но во втором сете при счете 1-1 Надаль теряет свою подачу, идет к сетке. Вроде как-то так шел вперед, не могу сказать, что удар прям готов был для уровня Деминауэра. Очень резко Деминауэр играет в сторону. Надаль реагирует с лета с опозданием, теряет свою подачу, и здесь уже игра заканчивается полностью. Там нечего особо комментировать.
Дальше счет становится 3-1, он теряет свою подачу, опять грубая ошибка в большой аут, по-моему, и уже счет становится 4-1, игра полностью заканчивается. Где-то есть такие, там, форхенд, по-моему, был по линии, там, очень красивый, мощный, но, опять же, вот идет просто длинный розыгрыш, я не вижу, что Надаль может предложить сегодняшним игрокам топ-10 на скорости, на которой они играют. Он не играет быстрее, да, чем они, может быть, играет какие-то отдельно взятые мячи, но не играет длительный отрезок. То есть где-то выигрывает красивый мяч, но если постоянно взять движение Надаля, что его двигает игрок топ-10, он на скорости не успевает, допускает огромное количество ошибок, а процент выигранных красивых мячей значительно ниже, чем количество ошибок, допущенных при попытках выиграть эти красивые мячи. Счет становится 5-1, да, как венец этого матча. Это последняя ошибка с форхенда, которую он выбивает в аут. 6-1, матч проигран. Опять же, для меня он закончился при счете 5-5, когда он проиграл 8 мячей подряд. Не получается он далее вернуться в теннис. Не знаю даже, зачем это все делается. Не могу найти ответа. Вот эти Netflix, Алькарасы, вот это его судорожные попытки. Может быть, есть какой-то план, но в очередной раз я увидел, что он не готов. Касательно формы Надаля, я хочу сказать, что форма была действительно красивая. Это была первая форма, наверное, за 2 года, последняя из всего ужаса, который Nike шьет. Которую хотелось купить. Какие-то были сочетания цветов плюс-минус красивые. Форма была красивая. Но, к огромному сожалению, это была не форма готовности тела Надаля, уровня игры, а всего лишь форма одежды Nike. Это мое мнение по поводу второй попытки возвращения Надаля в тур. И, честно, я не знаю, какое чудо он должен совершить, чтобы все-таки опровергнуть мое мнение, что у него не получится вернуться достойным способом. Но мне бы очень хотелось, чтобы он это сделал. Всем пока. Пишите свое мнение по поводу второй попытки возвращения Надаля и не старейте на корте.